Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня хочу поделиться с вами очень простым и быстрым рецептом интересного тортика, который готовится на раз, два, три, без духовки. Давайте готовить. Первым делом готовим вишневую прослойку. У меня домашняя консервированная вишня без косточки. Всю вишню пробиваю блендером. Кстати, вы можете использовать любую начинку, которая вам нравится. Ставлю веса и на весах отмериваю 280-300 грамм вишневого пюре. Добавляю 16 грамм кукурузного крахмала, это 1 столовая ложка с горкой. Обнуляю весы и добавляю 40 грамм сахара. Теперь нам нужно все хорошо перемешать, чтобы крахмал не сбился в маленькие комочки. Ставлю на огонь и при постоянном помешивании буду уваривать 1-2 минутки, пока масса не загустеет. Переливаю в тарелочку для полного остывания, а сверху накрываю пленкой в контакт. Для бисквитного теста возьмем 200 грамм просеянной муки. Добавим 40 грамм просеянного какао-порошка. Смешаем до однородности. Добавим 145 грамм сахара. Постепенно помешивая, вводим теплое молоко 200 мл. Добавим 4 куриных яйца и тщательно все перемешаем. Масса у нас получилась вот такая гладенькая. На завершение добавим чайную ложку соды. Я забыла посолить, поэтому солю сейчас. Добавляю 1 столовую ложку уксуса и хорошо все перемешиваю. Делю все тесто на 3 равные части, примерно по 280-290 грамм. Ставим нагреваться сковороду, нагрев чуть ниже среднего. Наливаю небольшое количество растительного масла и смазываю сковороду. Равномерным слоем выливаю первую часть теста. Разравниваю лопаткой и накрываю крышкой. Периодически будет образовываться конденсат на крышке. Убираем его полотенчиком и дальше накрываем. Так повторяем процедуру раза 3. Кстати, нагрев делаем минимальный, чтобы наш корж не подгорал. Готовность бисквита проверяем шпажкой или, как я, рукой. Если он пружинит, значит он готов. Аккуратно извлекаем бисквит. Выпекаем так еще 2 коржа. Перейдем к крему. Возьмем 540 грамм пастообразного творога. К нему добавим 300 грамм сметаны. Взобьем все блендером до объединения. Собираю наш крем с боков чаши. Смотрите, какая нежная, красивая текстура. Возьмем 150 грамм мягкого сливочного масла, добавим к нему 5-6 столовых ложек сахарной пудры и будем взбивать до пышности. Масло взбилось. Теперь в 3 этапа будем добавлять творожно-сметанную массу. Наш крем готов, можно приступить к сборке торта. Собирать торт буду в кольце диаметром 21 см. Обрезаю коржи, чтобы они все были одного размера. На подложку или противень, где у нас будет находиться торт, наношу небольшое количество крема, для того, чтобы наш корж не ерзал. Прижимаю кольцом и будем собирать торт. Крем перекладываем в кондитерский мешок для удобности. Вишневое конфи также перекладываю в мешочек. Делаем небольшое отверстие в мешке с кремом и выкладываем первый слой крема. Распределяем так, чтобы нам хватило всего крема на 3 части. Разравниваем ложечкой. Делаем бороздку из крема. В середину выкладываем вишневый конфи. И так само разравниваем ложечкой. Весь процесс не убирала, чтобы вы могли видеть, что в этом нет ничего сложного. Накрываем вторым коржом. Немного придавливаем торт для того, чтобы крем равномерно распределился. Повторяем процедуру с кремом и конфи.
Здесь я увидела неровность в тортике, поэтому я добавила сверху еще слой крема там, где было ниже. Этот тортик я приготовила за 2 часа, не считая стабилизацию и украшения. Идеальный вариант, когда нету времени и нужно сделать какой-нибудь красивенький тортик. Накрываю последним коржом. Сверху тоже немножко выкладываю крема. Остальную часть крема, которая у меня останется, буду выравнивать бока тортика. Сверху накрываю пищевой пленкой в контакт. Убираю на стабилизацию минимум на 4-6 часов. Тортик простоял 6 часов в холодильнике и стабилизировался. Вырезаю аккуратненько ножичком из кольца. Выравниваю бока торта оставшимся кремом. Наверх тортика я приготовила домашнюю глазурь из какао-порошка. Просто полила торт и сделала имитированные потеки. Потом взяла вилочку и сделала узор. И вот что у нас вышло. Довольно неплохо. Для украшения торта я взяла клубнику. Просто порежу ее пополам и выложу сверху. Вот что у нас с вами получилось. Красивый и вкусный и быстрый торт. Готовьте с удовольствием. Всем пока. До новых встреч!